Приветствую вас на канале Техревизор. Смартфоны Realme. Как еще один бренд, который стоит рассмотреть вместо Xiaomi, Infinix, Vivo, Tecno и так далее, если хочется избежать переплаты за Apple, Samsung или Google Pixel. Вот я собрал 7 лучших смартфонов от бренда Realme, которые можно рассмотреть к покупке на перспективу нескольких лет. Есть варианты под разный бюджет и потребности. Я захватил и бюджетный сегмент, и среднебюджетный, и флагманы. Если заинтересует цена какого-то конкретного телефона или захочется почитать отзывы, можете перейти в описании под видео. Там я оставил ссылки на каждую модель. А сейчас, когда в общих чертах понятно, о чем рейтинг, давайте перейдем к рассмотрению самих смартфонов. Перед этим только прошу поставить лайк и подписаться на канал. Начинаем с ультрабюджетного Realme Note 50. Недавняя новинка, что называется за сущие копейки. Смартфон, который можно рассмотреть ребенку в школу, себе в качестве второго рабочего или пожилым родителям чисто в качестве звонилки. Базово в нем есть необходимое. Начнем, например, с экрана. По диагонали тут, как и у любого другого современного телефона. Размер лопаты на 6,74 дюйма. Разве что рамки толще, чем у какого-нибудь смартфона, что в 4 раза дороже, но не страшно. Мы ведь не рамки разглядывать будем. Напрячь может разве что разрешение экрана в 1600 на 720 пикселей HD+. Тут в глаза бросается низкая плотность пикселей в 264 ppi. Для сравнения, у среднебюджетного сегмента этот показатель находится в районе 400. 30% разницы, конечно, дают о себе знать. Пиксели прорезаются на небольшом расстоянии от глаз. Изображение в целом не такое детализировано. Но если в ваши задачи входят обычные звонки, переписки в соцсетях, листание мемов и шортсов, то ничего критичного в этом нет. Наоборот, есть даже плюс в копилку автономности, за счет чего батареи на 5000 мАч хватает на 1,5, а то и 2 дня без подзарядки. А зарядка еще тут очень медленно из-за блока питания на 10 Вт, поэтому ставить заряжаться нужно только на ночь. Ну и процессор, само собой, у Note 50 тоже проще некуда. Unisoc Tiger T612. О нем долго говорить и не надо. ВК, Telegram, YouTube всякие документы тянет, и достаточно. Только все равно лучше не загружать его кучей фоновых вкладок. Особенно версию на 3,64 гигабайта. На нее вообще не советую смотреть. А вот 428 еще куда ни шло. Ну а если прошлый Note 50 совсем уж слабенький для ваших задач, то можете присмотреться к Realme C65. Скажу сразу, этот товарищ сильно подороже, но в порог до 15 тысяч укладывается даже с запасом. С другой стороны, что мы получаем? Во-первых, процессор посерьезнее. MediaTek Helio G85. Чего только он стоит после прошлого Тигра T612. У G85 и тактовая частота выше, и графическое ядро мощнее. А плюс к этому конфиг памяти на 8256 гигабайт. И получается действительно заметный прирост по быстродействию и загрузке приложений. Конечно, об играх мечтать не приходится. Разве что на минималках запустить что-нибудь чисто на полчаса. Но никакой приятной картинкой там и не пахнет. Но, тем не менее, за счет увеличенной производительности получилось немного подкрутить алгоритмы камер, а то в прошлом Note 50 совсем уж затычки стояли. Тут же есть основной задний объектив на 50 мегапикселей и фронталка на 8 мегапикселей. Снимают они Full HD 30 FPS, без всяких стабилизаций и наворотов. Поэтому в итоге получаются снимки с перенасыщенными цветами, но хорошей детализацией даже в двухкратном зуме. Единственное, при нормальном освещении, а то, как только начнет темнеть, камеры делают фото слишком шумными. Также из обновлений. Скорость зарядки. В комплекте идет блочок на 45 Вт. Вообще-то большая редкость в бюджетном сегменте. С 0 до 100% буквально за час. Поэтому об автономности вообще можно не думать. В смешанном режиме батарейки на 5000 мАч хватит дня на 1,5. Если экономить, вообще на 2. Тем более, что тут остался почти тот же экран на 6,7 дюйма с HD+ разрешением и яркой IPS-матрицей. На 5-е место я поставил Realme C67. Стоит слегка подороже, чем C65, процентов на 15, но имеет несколько приятных обновок. Например, экран. Если вы никак не хотите мириться с HD+, то вот, пожалуйста, 2400 на 1080 пикселей с плотностью пикселей в 392 ppi. Тут вам и изображение детализировано, и картинка поярче. Запас яркости увеличили в 1,5 раза по сравнению с прошлыми участниками. В общем, глаза сразу заметят разницу. Что просто в мессенджере, что при просмотре фильма. Не хватает разве что частоты обновления повыше, чтобы еще и плавности прибавилось. Но и 90 Гц вполне неплохо смотрятся. Тем более, что смарт из бюджетного сегмента.
Еще тут поставили проц получше. Snapdragon 685. По сравнению с Helio G85 он в целом выдает процентов на 30 больше мощей. Он и сам по себе основан на платформе помоложе, и тактовая частота выше, и графика навороченнее. И с памятью проблем никаких, что на 6128, что на 8256. В повседневной жизни телефон не тупит, приложение открывает быстро, камеру загружает моментом. Игры даже на средних настройках графики тянет. Кстати, насчет камеры. Тут тоже есть апгрейд в сравнении с прошлым C65. Основной модуль уже на 108 мегапикселей, фронтальный только на те же 8 мегапикселей. Ну, в целом тут получаются снимки поинтереснее и в плане цветопередачи, и в плане детализации, даже при трехкратном цифровом зуме. Конечно, при недостаточном освещении все-таки видно, как телефон не справляется. Но можно смело делать какие-то фотографии в поездке или на природе, а потом и в соцсети без стыда выкладывать. На 4-м месте Realme 12. Докидываем еще немного деньжат относительно цены C67 и получаем смартфон поинтереснее, почти среднего класса. Не будем говорить о внешнем виде. Тут и так видно, что смарт выглядит стильно и современно. Хоть все еще это в круг пластик. А вот внутри от всего бюджетного сегмента этот Realme отличает экран. Сюда поставили AMOLED-матрицу на 120 Гц. И это все, что нужно понимать. По сравнению с IPS на AMOLED заметно выше уровень контрастности и насыщенности цветов. При этом черный выглядит глубоким и без серых засветов, а белый чистый, без желтизны и уклона в голубой. Ну и 120 Гц тоже дают о себе знать. Первое время непривычно приятно даже просто скроллить ленту в соцсетях. По основному железу особых обновлений не завезли. За основу взят тот же Snapdragon 685. Он разве что чуть лучше оптимизирован для многозадачности, но чуда не ждите. Это все еще средний сегмент, который плавно тянет игры на средних настройках и не тупит при повседневных задачах. Вариантов памяти только подкинули больше. При фиксированной оперативке на 8 ГБ постоянную память можно выбрать на 128, 256 и 512 ГБ. Еще тут подкрутили скорость зарядки. В комплект положили блок питания на 67 Вт. Получается, что с 0 до 100 он заряжается около 50 минут, а живет на одном заряде около 8-9 часов. Над камерами в Realme 12 заморачиваться не стали. Они и так неплохие. Нет лишнего бесполезного ширика или макро. Хороший основной сенсор на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией плюс цифровой зум без сильной потери качества. Ну и фронталка на 16 мегапикселей. Для видеозвонков, снимков природы и пейзажей Full HD достаточно. 3-е место занимает Realme 12 Plus. Тут вы платите за чуть больше возможностей и немного лучше железа. Не флагман, конечно, но в своем сегменте он уверенно занимает место старшего брата, которого обычно берут для себя в качестве смартфона из среднеценового сегмента. Так о чем это я? Первое. Процессор. Вместо бывалого дракона сюда поставили Dimensity 7050. Камень классом чуть выше. По сравнению с Snapdragon 685, у Dimensity мощнее графическая составляющая и выше пропускная способность памяти. Кстати, помимо 8-гиговой версии, есть еще вариант на 12 гигабайт оперативы и 512 постоянной. А что, довольно-таки жирно. И уже на этом Realme 12 Plus можно смелее запускать всякие тяжелые игры типа PUBG, колды или даже Genshin Impact. Само собой, особо наглеть с настройками графики не стоит, но на средние, а где-то и высокие можно подрубить. Единственный нюанс. 120 FPS как ни крути, но выжить не получится. Разве что уж совсем на мыльной графике. Но на таком экране и без того приятно играть, смотреть фильмы и втыкать в соцсетях. Обычная диагональ в 6,7 дюйма, Full HD плюс разрешение и, естественно, 120-герцовый AMOLED. Ярко, насыщенно, детализировано и плавно. В блоке камер тоже есть небольшое обновление. Добавили сверхширокоугольный объектив на 8 мегапикселей и макро на 2 мегапикселя. Макро сразу можем откинуть, совсем бесполезная камера. А вот ширик еще можно попробовать. При дневном освещении еще неплохо так получается делать фото с детализацией и хорошими цветами. Собственно, то же самое касается и основного объектива на 50 мегапикселей. Только тут еще нам дают возможность снимать в 4К 30 кадров. Вот за счет этого уже поинтереснее будут выглядеть и фото, и видео. На 2-е место я поставил Realme 12 Pro Plus.
Этот смартфон по своему позиционированию находится на грани среднеценового сегмента. Скажем, тысяч за 30 с копейками его получится урвать. Тем более, когда Realme только-только представила новую 13-ю серию, но выглядит достаточно солидно. Делается в двух ярких цветах, привлекает золотистой рамкой, большим блоком камер и швом посередине задней крышки. Кстати, она из эко-кожи. И экран вон какой безрамочный, красивый. Но базово это 12 Pro Plus я бы назвал доступным камерафоном у Realme. Вывалить 100 тысяч за iPhone – простое, но очень дорогое решение для большинства. А вот запечатлеть крутые кадры на телефон хочется многим. И вот из сегмента подоступнее как раз можно рассмотреть вот эту модель. В конфорке находится основной объектив на 50 мегапикселей, портретный на 64 мегапикселя и ширик на 8. Вроде как непримечательный набор. Но вот на практике эти ребята выдают контрастные детализированные кадры в 4К при самых разных условиях. Даже в вечернее время. Только в ночном режиме в момент фото дайте телефону время, удерживая его неподвижно, чтобы камера хорошо проработала детали, убрав пересветы. Плюс к тому тут используется перископный объектив типа как у iPhone 15 Pro Max. Это позволяет делать качественное фото с трехкратным зумом. В недостатки только отнесу смазанные кадры, сделанные на ходу, и слабенький ширик, искажающий объекты по краям. На производительности особого акцента делать не стали и поставили Snapdragon 7S Gen 2. На фоне прошлого Dimensity 7050 он разве что процентов на 10 мощнее. Но в целом к скорости работы смартфона вопросов нет, как и к автономности. Заряжается буквально за 45-50 минут, а работает хоть на все 1,5 дня. А вот первое место я отдал флагманскому Realme GT 6. На самом деле, как для флагмана, этот смартфон стоит не так дорого, особенно в сравнении с Xiaomi за 110 тысяч. Само собой, Realme пришлось чем-то жертвовать. Например, у GT6 пластиковый корпус, и еще он не поддерживает беспроводную зарядку, но при этом есть и корзина преимуществ. В совокупе я бы назвал этот смартфон универсальным. Он подойдет и для любителей фотографий, и для мобильных геймеров, и просто для работяг в их городской жизни. И, конечно, можно ребенку такой аппарат подарить, ваше желание. Все начинается с мощного процессора Snapdragon 8S Gen 3. Уверенный парень, уделывающий прошлый 7S Gen 2 и по скорости памяти, и по тактовой частоте, и по пропускной способности, и по производительности графического ядра. Проще говоря, тянет все современные игры на высоких настройках графики. Разве что Genshin может повыделываться. Но на некоторых тайтлах можно и вовсе 120 кадров получить. А то что, зря такой навороченный экран делали? Он тут, кстати, чуть больше, почти на 6,8 дюйма. Почему и разрешение другое, 2780 на 1264 пикселя. Но при этом остается крутейший AMOLED, изогнутый по краям, с очень сочными цветами и эффектным видом. Выделилась еще батарейка на 5500 мАч. При сильных нагрузках в играх, видеоредакторах и постоянных просмотрах сериалов смартфон живет около 7-9 часов. В смешанном режиме с соцсетями, музыкой, думскроллингом выдерживает и 1,5 дня. Но как он заряжается? В комплекте идет блок питания на 120 Вт. В цифрах это 10 минут с 0 до 50%. При том, что вообще немногие конкуренты раскошеливаются на такой блочок. Ну и камеры, само собой, достойные. В деталях получше, чем у прошлого 12 Pro Plus. И снимают в 4К 60 FPS с оптической стабилизацией и 4-кратным зумом. Разве что снимки ширика я бы назвал средними по качеству. Но что основной, что телевик и фронталка вообще не выделяются какими-то серьезными недостатками. Вот за такой баланс, производительность, автономность, качество съемки и стоимость всего этого Realme GT6 занимает первое место. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.